Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Карабахе. Конкретно, что заявляют эксперты. Там, видите, на фотографии верхней российский эксперт по фамилии Александр Скаков. Вот что он заявил, как сейчас ситуация складывается в Карабахе. Баку имеет карт-бланш, пока борются Россия и Запад, заявил российский эксперт. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Определенный карт-бланш на действия в Карабахе имеет Азербайджан, так как ключевые мировые игроки в настоящий момент заняты другими проблемами. Об этом заявил, это российский, он считается должность заместитель директора Института востоковедения Александр Скаков. Да. Так, по мнению эксперта, для Азербайджана сейчас очень удобный момент для того, чтобы говорить о границе, о мирном договоре, о коммуникациях и о коридорах. У него есть время сейчас, то есть у Азербайджана, чтобы все это можно было сделать удобно. То есть все мировые игроки заняты в других сферах. Россия занята СВО, это название СВО, это война с Украиной, да. И сейчас у России кризисная ситуация в отношении Запада. Ей необходимо в первую очередь решение своих собственных проблем, а Запад занят противостоянием с Россией. Поэтому в данном случае у Азербайджана есть карт-бланш, отметил российский эксперт. При этом в арсенале Азербайджана есть как силовые, так и несиловые инструменты. Прямое силовое давление мы видели в начале осени, столкновение на границе, продвижение на армянскую территорию и так далее. То же самое касается территорий, которые сейчас относятся к Карабаху. Это силовая сфера. Второй несиловой инструмент подразумевает две цели. Первая цель – оказание давления на Россию, заставить ее пойти на какие-то уступки. Вторая цель – это просто провоцирование вооруженных людей на применение силы. Так, если, например, они применят силу, то это дает основание, типа, будет проливаться кровь. Дальнейший обычный сценарий. Так, а сценарий что будет? Будет война практически, будет пролито много крови. И, в общем, ситуация такая может сложиться, он пишет, в зоне миротворческого континента в Карабахе. По мнению, если же из Нагорного Карабаха уйдут миротворцы, то вместе с ним уйдет оставшаяся часть армянского населения. Скаков отметил, что давление на жителей Карабаха проводится с целью, что хотя бы 90, а лучше 99% этого населения покинуло эту территорию, чтобы полностью снять вопрос о Карабахе, чтобы его не было. Но этот Скаков по фамилии, вот он там наверху, раньше делал заявление, вот он на фотографии как раз, что он конкретно поддерживает армян. И вот, вопрос Карабаха не решен. Этот Карабах будет либо армянским, либо вообще его не будет. Вот он на фотографии, раньше делал он такие заявления, поддерживал армян, карабахских армян. Сейчас зачитаю вообще, что он раньше говорил по этой теме. Заместитель директора Института востоковедения Александр Скаков считает, что российские вооруженные силы являются гарантом выживания карабахских армян. Российские миротворцы не уйдут через 5 лет. Они пришли сюда, останутся надолго. Ну вот он считает, что Путин будет оставлять этих миротворцев как можно дольше. В интервью данному Armenia Express, касаясь вопроса, сохранит ли Карабах свое существование как армянская территория после оккупации большей части своей территории, Скаков сказал, что Карабах может быть только армянским, поскольку армянское население Карабаха никогда не сможет жить в составе Азербайджана. В общем, вот такая ситуация, да, и вот тут он как раз пишет, сейчас немножко зачитаю, что еще пишет. Что касается российских вооруженных сил, в том числе пограничников, то сегодня российские вооруженные силы являются гарантом выживания этих карабахских армян. Я думаю, это очевидно. Очевидно, что российские миротворцы через 5 лет, он говорит, точно не уйдут. Они приехали сюда задержаться намного дольше. А что, если уйдут? Как они могут уйти? Если потребует Азербайджан. Да, вот если потребует Азербайджан, как они тут останутся? Азербайджан, он говорит, может требовать что угодно, но я думаю, что у России есть рычаги давления на Азербайджан. Он говорит, что
у Путина есть рычаги давления на Ильхама Алиева. Без этих рычагов Азербайджан не согласился бы на размещение российских миротворцев в регионе. Значит, рычаги, видимо, есть. А если мы посмотрим на опыт других стран, я не припомню случая, чтобы вшедшие в ту или иную страну войска выводились. Он называет, что это не миротворцы, а войска введены российские. Это касается Сирии, Ирака, Афганистана. Он считает, что Карабах это как Сирия, как Ирак, как Афганистан, никакие-то не миротворцы. Это настоящие войска российские или ЧВК Волкова, Варданяна. Сколько лет американцы покидают Афганистан, вопросительный знак? Сколько лет они уходят из Ирака? В зависимости от того, как далеко они зашли, они там. И это очень распространенная практика. Если они пришли, то они останутся. Вот в чем дело. В общем, Скаков заявляет, что если российские войска или миротворцы вошли в Карабах, они там останутся навечно. В общем, вот такие новости. Поэтому сейчас решается вопрос Карабаха. Видите, сейчас как раз там напряженная ситуация. И вот как русский эксперт высказал свое мнение. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.